Всем привет! Это канал Пасека у реки и я его ведущий Олег Дубовой. Через несколько недель уже весна. Скоро пчелы пойдут на облет. Правда, у некоторых пчеловодов они уже облетались. Например, как у меня. Кому будет интересно видео об этой маленькой радости, найдете его у меня на канале по ссылке, которую вы сейчас видите у себя на экране. И вот сейчас, в этот период, многие пчеловоды начинают штурмовать интернет, листают умные книги, пересматривают на ютубе ролики по пчеловодству. Мне начинают звонить чаще и днем, и ночью, в зависимости от того, в какой стране они находятся. Потому что звонят они мне, как им кажется, днем, но не берут во внимание то, что у нас разные временные пояса. А у нас это может быть глубокая ночь. Одним словом, идет усердный сбор информации. Что же они там ищут? Интернет им в помощь. А ищут они там ответ на вопрос, который, как правило, появляется у пчеловода весной. Как получить товарный мед с первых весенних медоносов, зацветающих в конце апреля, начале мая. Это такие как ива, клен, медуница, одуванчики, садовые культуры, ну и другие разные ранние растения. Но прежде чем поделиться с вами своей информацией, хочу напомнить вам, не забыть подписаться, кто еще не подписался на наш канал. Поставить лайк, не бойтесь, это не страшно, знаете, лайк. И по окончании этого видео оставить свои добрые, со словами благодарности, комментарии. Этот ваш небольшой вклад в развитие нашего канала вдохновляет нашу команду на создание новых, полезных, интересных и качественных видео. Так как же пчеловоду собрать товарный мед с ранневесенних медоносов? Или, попросту говоря, как собрать майский мед? Вообще, вокруг майского меда крутится очень много разных мнений, слухов, афер и сомнительных личностей. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Итак, для получения товарного меда с первых весенних медоносов вам понадобятся очень сильные, как для ранней весны, семьи. Килограммов так по 5-6 пчелы. Для справки. Если весной ваши пчелы занимают 4 улочки, это слабая семья. Вес ее составляет около 1 килограмма. В 1 килограмме находится около 10 тысяч пчел. Если пчелы занимают 6-7 улочек, то это средняя по силе семья. Ее вес примерно составляет где-то 1,5 килограмма. Если пчелы занимают 8-9 улочек, то это уже считается сильной семьей, которая вышла с зимовки. Для ранней весны это очень хорошо, и ее вес составляет примерно 2-2,5 килограмма. А это ни много ни мало, а около 20-25 тысяч пчел. Цифра, как на слух, звучит так внушительно. Да и визуально такое количество пчелы неплохо смотрится. Но, к сожалению, для получения весеннего товарного меда этого недостаточно. Как я уже говорил ранее, для достижения нашей цели нам нужны семьи весом в 5-6 килограмм. А это примерно от 20 до 24 улочек. Кто-то сейчас скажет, что такое количество пчелы нарастить к ранневесеннему взятку просто невозможно. А значит, невозможно получить товарный майский мед. И я с ними соглашусь. И одно и второе невозможно. Если, конечно, вы не досмотрите это видео до конца. Канал Пасека у реки вам в помощь. Итак, прежде всего нам надо установить на пасеке улья попарно, как это делаю я у себя на пасеке. Или по 3 штуки рядом, литками в одну сторону. А с наступлением ранневесеннего взятка мы оставляем на этом месте один улей. Назовем его центральный. А остальные же, назовем их донорами, мы переносим в другое место. Но предварительно из центрального улья мы заберем весь открытый расплод и заменим его на запечатанный из ульев доноров. Уверен, что многие из вас уже догадались, что в результате наших перестановок у нас должно получиться. Летные пчелы из ульев доноров слетят на свои привычные старые места и зайдут в центральные улья. Тем самым увеличат их силу, необходимую для сбора товарного меда. Если кто-то боится, что между чужими пчелами и пчелами-хозяевами может завязаться драка, не бойтесь. Дело в том, что при хорошем взятке охрана свободно пропускает чужих пчел, если они идут туда
не с целью воровства, а с добрыми намерениями и при этом несут с собой еще нектар или пыльцу. Теперь вы знаете, как можно получить у себя на пасеке настоящий товарный майский мед, который будет радовать вас и ваших покупателей, в то время как на пасеках ваших коллег пчелы принесут только поддерживающий взяток. Но не забудьте на радостях, что семьям, находящимся в центральном улье, надо сразу же поставить дополнительные рамки, чтобы было куда нектар носить. Или сверху поставьте магазинные надставки. Пчелы здесь теперь достаточно для сбора товарного меда. И за открытым расплодом никому не надо будет ухаживать, потому что мы открытый расплод весь убрали. И получается, что вся освободившаяся пчела теперь пойдет за нектаром. И у нас с вами получился прекрасный весенний медовик. Но также не забудьте о семьях-донорах. Летная пчела оттуда слетела. Провизию носить уже некому. Для поддержания необходимой температуры в гнезде пчелы осталось мало. А расплод там, не забывайте, у нас открытый. А это весна, могут и заморозки ударить. Так что гнездо надо сократить, утеплить и обеспечить молодых пчел едой и водой. После взятка ослабевшие семьи-доноры следует усилить пчелиным расплодом от сильных семей и выровнять их, сделав сильными. Ну вот, как бы и все. Может, я что-то и упустил, но мы же с вами не на уроках по пчеловодству. Я просто делюсь с вами информацией, накопленной мною за многие годы в пчеловодстве. Так, вспомнил, чуть не забыл, а это важно. Я забыл про малоформатные улья. Это альпийцы, удавы, пирамиды, как у меня, ну и многие другие, в которых находится маленькая нестандартная рамка. Ведь тот, кто эти улья держит, может сказать, что весной без проблем получает уже красивый, запечатанный, товарный, сотовый майский мед. К сожалению, хочу огорчить пчеловодов, которые держат альпийцы. Дело в том, что запечатанный это еще не есть товарный мед. Дело в том, что при недостаточном количестве пчелы это всего лишь поддерживающий взяток. Просто на малых рамках этот взяток расположен компактно, красиво, пчела его успела запечатать. Чего не скажешь о додановских рамках, на которых поддерживающий взяток пчела размазала как хотела. Что его и там и не видно, но мы-то знаем, что он там есть. Вот когда пчела принесет вам 20-30 килограмм майского меда, 10 себе, а остальное вам для продажи, вот это и будет товарный мед. Ну, вы уже знаете, что для этого надо очень сильные семьи. Как делать их, вы уже тоже знаете. Еще, не пытайтесь вы забрать у пчелы весь майский мед, а потом с умным выражением лица закармливать ее весной сахаром. К сожалению, есть и такие умники, их немало. Запомните, жадность порождает бедность. Ну а теперь как бы все. Не забудьте про подписки, лайки и слова благодарности в комментариях. Что знал, я вам рассказал, чем мог, я с вами поделился. С вами был Олег Дубовой на канале Пасека у реки. Всем пока, до новых встреч и крепкого вам всем здоровья.